Всем привет, меня зовут Анастасия. Сейчас начался Рамазан для мусульман, и хочу пожелать всем постящимся провести этот месяц в любви, согласии с родными, близкими, как это делаем мы в горной деревне Турции. В Турции люди очень гостеприимные, особенно это касается деревенских. Они вам выложат на стол все, что только есть. Культура Измира отличается тем, что здесь едят очень много травяных растений. И когда к нам в гости приезжают турки с других регионов, они немножко шокируются и не совсем привыкшие к такому меню. Живу уже в Турции 8 лет и никак не могу привыкнуть к такой особенности, как, например, сейчас в Стамбуле сильный снегопад. Но по нашим меркам это не сильный, потому что снега максимум по колено и погода на улице плюсовая. Но, тем не менее, занятия в университетах, в детских садах отменили. А в метро творится, в общем, какая-то катастрофа, очень большое количество скопления народу. А на улицах аварийные ситуации на дорогах, так как в большинстве регионов Турции не привыкли пользоваться зимней резиной. Но зато есть большой огромный плюс, потому что на дорогах, на улицах везде раздают бесплатные горячие напитки и горячий чай. Это я встала в пижамке с утречка, накрасила бровки хной. Кто не смотрел, как ухаживать за собой и что я делаю с бровями, в описании оставлю ссылочку, посмотрите видео, я там все подробно рассказываю. В общем, сейчас ребенка я своего младшего не вожу в садик, потому что у нас очень холодно, и есть еще у турчанок такая безответственность. Ребенок в соплях, кашляет, они все равно его ведут в садик. Нет, чтобы он отлежался, от сиропов, а потом пришел, нет, ведут вот в таком состоянии. И мой ребенок решил заняться творчеством. Порисовать, поразукрашивать. Разукрашка, правда, у нас от сестры осталась еще. В общем, девчонки, увидите, как он у меня держит карандаш. Я не знаю, как мне его отучить. Я уже что только не пробовала. Мне так неудобно, и все ругается со мной. Если вы знаете какой-то лайфхак или какую-нибудь интересную информацию о том, как переучить его, чтобы он правильно брал карандаш, напишите мне в комментариях. Мне это очень нужно. Ну что, удобно тебе так ручку держать? Не угу, а да. По-турецки угу. У нас сейчас в Турции очень модно, везде продаются мокрые салфетки. Не мокрые, а как они называются? Sabun peçete. Мыльные салфетки. И у меня дочка, в общем, сама решила сегодня сделать их. Мы взяли, в общем, туалетную бумагу, потому что она более тонкая и такая мягкая. Порезали, в общем, такие кусочки, разложили эти кусочки и вот так вот берем наше любимое вкусное жидкое мыло. И, в общем, размазывает. Все, сейчас дырка будет. Складываем на подносик. Вот столько у нас получилось салфеточек. Сейчас некоторое время, минут, наверное, 10-15, ну, мы побольше оставим на солнышке, на воздухе. Они, в общем, у нас сейчас высохнут. Я тоже. Вот они уже подсохли. И получаются такие обычные салфеточки. Их, в общем, друг другу складываем и в коробочку. Ну-ка, пойдем испробуем их. Бери одну. Ну, давай. Папины зубы убери отсюда. Очень удобно. Особенно, когда ты в школе там, или в каких-то общественных местах, где тебе надо срочно помыть руки. Смотри, какая прелесть. Ну, крупинка остается. Все, смываем. Так что, девчуля, берите лайфхак. Кто у меня спрашивал про хамам-оту? Вот, он продается в любых магазинах, там, где есть специи, сушеные травы и все такое, в общем. Выглядит он вот так вот, в виде порошка.
Он бывает обычно зеленого цвета, но в этот раз почему-то он у нас белый. Ну, наверное, белого тоже бывает. Здесь написано с запахом розы. Нам, в общем, на глаз нужно сделать кашицу. Вот должна быть вот такая, в общем, кремообразная, чтобы можно было размазать и ничего не текло. Мажем, в общем, на волосяной покров, на любой части тела. Но очень хорошо это для подростков, которые только-только начинают покрываться. Держим от 7 минут. Я обычно держу минут 15. Просто смываем водичкой и все. Я сделала мини-операцию у пластического хирурга в государственной клинике. Если вы не смотрели это видео, в описании оставлю ссылочку, обязательно заходите. Я там подробно рассказываю, что со мной произошло и о пластической хирургии в Турции. Сейчас пойдем в поликлинику снимать шов на лице. Сейчас попробую его снять первый раз. Если вы слабонервный, пожалуйста, не смотрите. Первый раз сейчас... с вами вместе посмотрю, что там у меня творится. Помажем нашей зеленочкой. Вот так вот. А это уже еще через неделю, сказали. В общем, через 2. В общем, я ее не открываю. Она чуть-чуть меньше. Здесь у нас голубей кормят, там пшеничка стоит рядом. Можно покормить. А здесь у нас стоит машина от Красного Креста, собирает кровь. Можно подойти и сдать кровь. Очень все стерильно, очень все чисто. У меня муж неоднократно уже сдавал. Зашла специально вам снять общественный туалет. Пожалуйста, мыло, водичка, все есть. Потому что мне писали, что якобы турчанки, засранки и все такое. Вообще в Турции. Вот, пожалуйста, общественный туалет. И бумажка здесь, и щеточка, пожалуйста, все чистенько. Сходила, в общем, в поликлинику. Сегодня убрала швы для слабонервных. Пожалуйста, не смотрите. Вот такая вот получилась штучка. Здесь было 4 шва. Когда она снимала, она мне сказала, что я впервые вижу такие тонкие ниточки. Они настолько тонкие, тоньше, чем волосок. В общем, похвалила, сказала, что это очень красиво вам сделали и, скорее всего, ничего не останется. И уже которая медсестра у меня спрашивает, а почему зеленого цвета? А в Турции понятие зеленки вообще не существует, здесь ее не найдете вы, только если местные наши кто-то привезет. И, в общем, приходилось им объяснять, почему оно зеленого цвета. Но здесь используют для обработки ран, для операций такое средство, как батикон, что-то похожее на наш йод. И чтобы не осталось никаких ранок, чтобы хорошо все зажило, здесь такое есть растительное средство, отличное вообще, даже не остается шрамов. Это контурон ях. Вот так вот он выглядит. Такой яркий красный. На ужин у нас сегодня рыбка. Это меня угостила наша соседка. Она занимается рыболовством. Именно женщина. Получила сертификат там. Что еще, в общем, разрешение. И хорошую, очень полезную рыбку она мне положила. Называется чакал-балык. А по-русски, по-моему, уж. Ну-ка, напишите мне в комментариях, правильно ли я говорю. Чистить ее очень нужно аккуратно. Она прям тут с шипами. Если уколет, то надолго будет болеть, в общем, то место, где она уколола. Сначала я чищу их шкурку. Вот шкурку, говорю, чешую. А, кстати, это что у нас? Это у нас сардины. Они в основном без чешуи бывают. Потом беру от попки вот так вот. Вы, наверное, спросите, почему я без перчаток. Не люблю я перчатки одевать. Люблю все чувствовать руками. Потом помоем ручки. И ничего не будет пахнуть. Муж у меня этим не занимается. То есть не чистит рыбу. Потому что он ее всю, как этот мясник. Она у меня вся порубленная, покоцанная, вся, в общем, кусками получается, эта рыба. Эти маленькие розовые рыбки, они очень полезные. Кстати, турчанки рыбу не чистят.
Только можно, если что, в деревнях, провинциях встретить. А так, в основном городские, никто не чистит рыбу. Это для них прям табу. Типа дом воняет, руки воняют. Все потом уксусом 10 раз промывают, в общем. Либо уже на базаре чищенную покупает. У нас на базаре прям чистят рыбу сразу. Либо этим занимается ее мужчина, муж. Из головы буду супчик делать, а вот это туловище я пожарю. А вот эти маленькие я в основном делаю с картошкой в духовке. Очень вкусно. Дед сегодня тоже ходил наш на рыбалку. Но что-то ничего не сказал. Не знаю, поймал что-то, нет. Я, кстати, своей свекрови подарила вот эту чистилку для чешуи. Так она мне не поняла, что это такое. Она из него печеньки делала. Форму для печенья. Потом я ей объяснила, что это очень удобная вещь чистить рыбу чешуи. Так она все равно у нее валяется дома, она ею не пользуется. Как привыкла ножом, так она и ножом чистит рыбу. Пишите мне в комментариях, как чистите рыбу вы. У меня папа тоже и дедушка постоянно рыбачили. Поэтому как меня научили чистить, так и я и чищу. Вот такие наши дары Эгейского моря. Вот эту сардину, она большая, я ее использую вместо селедки. А все остальное будем жарить. Вот такая даже рыбка попалась, смотрите. Ее не надо чистить. Вот здесь у нее животик. Продырявливаешь и все. У нее вот здесь на спинке, видите, как будто зашитый. Шов идет. Так интересно. Как обычную рыбку, как все. И буду жарить. Дедушка научил нас, как нужно выбирать свежую рыбку. Нужно, в общем, смотреть на ее глазки. Они должны быть прозрачными, не мутными, тогда рыба свежая. Кстати, самая дешевая рыба в Турции сейчас на базаре 200 лир. Кому интересно цены на базаре, в описании под этим видео оставлю ссылочку, заходите, смотрите. С рыбой обязательно нужно подавать салат. У меня лист марула, здесь турчанки, что интересно, вообще не работают разделочной доской, ну, кухонная доска. Они делают это вот так. Все, что они режут все в руках. Я этому училась все 8 лет. И все равно я так мелко и красиво до сих пор не могу делать так, как делают они. Этот салат называется мефсин сезонный. Можно добавлять цветную капусту, вот эту фиолетовую. В общем, что только сюда не добавляют. Сюда выжатый лимон. В идеале оливковое масло. Что-то оно у меня застыло. И, кстати, вот так можно отличить оливковое масло, натуральное оно или нет. Смотрите, видите, оно у меня застыло, закомковалось и стало густым, потому что оно у меня стояло в холоде. В холоде либо в холодильнике оливковое масло застывает. На кухне у меня безотходное производство. Сюда я собираю козочкам. А хлеб отдельно у нас идет курочкам. В общем, в этом доме у нас ничего не выбрасывается. В месяц Рамазан каждый день после молитвы открывается рот. Немножко грубовато, но это я так говорю. А вообще это называется время ифтара. Турчанки в этот священный месяц накрывают столы на высшем уровне. Они не только ломятся от еды, от всяких вкусностей, но и оформлено все очень красиво и очень дорого. Каждая хозяйка достает самую красивую скатерть, самую дорогую посуду, так как в этот священный месяц собирается большое количество людей за столом. Родня, близкие, друзья приглашают друг друга в гости на ужин. И от государства проводится благотворительный ужин по всей Турции, по всем регионам, даже в нашей деревне возле мечети накрывают огромные столы, очень вкусной еды. Мы туда частенько ходим, хотя несмотря на то, что я не мусульманка и пост я не держу, но мне очень нравится туда ходить, вы уж меня простите. И накрывается он для всех желающих абсолютно бесплатно.
Если вы хотите подробно об этом узнать и посмотреть, в описании тоже оставлю ссылочку. Заходите. Мы в том году очень часто посещали такие мероприятия. Это наш скромный столик на нашу небольшую семью. К рыбке в Турции обязательно нужно подавать лимон и какой-нибудь зеленый салат. Ну, в данном случае у меня мефси. В этот священный месяц на каждом турецком столе обязательно присутствуют это оливки. Зеленые, черные, сейчас их много разных интересных видов делают, в общем. И хурма. Хурма, стакан воды обязательно. И, конечно же, гость программы – это Рамазан пиде. Делают его только раз в год, именно в этот месяц, в Рамазан. И он очень мягкий, вкусный. Делается он в идеале, конечно, на молоке. Если вам было полезно это видео, обязательно поставьте лайк и поделитесь с ним с друзьями. И обязательно оставляйте комментарий, так как ваше мнение для меня очень важно.